Характеристика стрельцов, главные черты и странности знака зодиака. Приветствуем всех искателей мудрости на канале «Астрология мудрости», дорогие друзья! Сегодня мы раскроем тайны, которые веками скрывались за знаком зодиака Стрелец. Каковы истинные силы и скрытые слабости этого знака? Что делает стрельцов такими особенными, а главное, как они могут добиться счастья, успеха и изобилия? Мы приглашаем вас погрузиться в увлекательный мир астрологических учений и узнать, что звезды и планеты приносят людям, рожденным под этим знаком. Оставайтесь с нами до конца, ведь на нашем канале вас ждет множество секретов и мощных астрологических знаний, которые способны изменить вашу жизнь. Стрелец – это знак, олицетворяющий вечный поиск. Как огненный знак, он полон энергии, стремления к открытию новых горизонтов и жажды знаний. Стрельцы, как никто другой, могут чувствовать импульс к самопознанию, к путешествиям не только по миру, но и к погружению в глубины собственного сознания. Часто они оказываются первооткрывателями новых идей, философий и взглядов. Их не пугает неизвестность, наоборот, они стремятся туда, где их ждут новые открытия. У них есть природное чутье к истине и сильное желание найти ответы на вопросы жизни. Стрельцу подходит аффирмация: «Мой путь – это бесконечное открытие и познание, и с каждым шагом я приближаюсь к истине». Пусть эти слова станут для стрельца якорем, помогая ему не сбиваться с пути в поиске своей правды. Сила стрельцов заключается в их невероятной уверенности и оптимизме. Эти люди как будто светятся изнутри, заряжая окружающих верой в лучшее и способностью увидеть возможности там, где другие видят препятствия. Даже если что-то идет не по плану, стрельцы способны увидеть в этом новые перспективы и не опускать руки. Их оптимизм – это не просто черта характера, а мощный внутренний ресурс, который позволяет им идти вперед даже в самых трудных ситуациях. Чтобы укрепить этот дар, стрельцам полезно практиковать визуализацию. Представьте, что перед вами всегда простирается дорога, наполненная светом, и с каждым шагом вы становитесь сильнее и увереннее. Постепенно вы увидите, как этот свет распространяется на все вокруг, привлекая возможности, вдохновение и радость. Несмотря на свое стремление к свободе, стрельцы обладают глубоким чувством справедливости и ответственности. Они всегда готовы защитить слабых и отстаивать правду, даже если это не всегда легко или удобно. Их правдолюбие порой кажется непримиримым, и именно это качество часто делает их лидерами, способными вдохновить и повести за собой других. Однако, чтобы сохранить внутренний баланс, стрельцу важно помнить, не каждый спор стоит того, чтобы в него вовлекаться, и не всегда нужно доказывать свою точку зрения. Важное упражнение для стрельцов – представлять себе внутренний огонь, который может ярко гореть, но при этом не разрушать, а лишь согревать. Этот внутренний огонь помогает направлять их энергию на созидание, а не на борьбу. Одной из важных астрологических особенностей стрельцов является их покровитель – планета Юпитер. Юпитер – планета расширения, удачи и мудрости. Она символизирует рост, процветание и высшие знания. Именно Юпитер дарит стрельцам их стремление к познанию, желание быть полезными миру и способность к великодушию. Однако, Юпитер также требует от них ответственности за свои действия и поступки. Чтобы усилить связь с этой планетой, стрельцам рекомендуется чаще практиковать медитацию на расширение. Представьте себя стоящим под звездным небом, где звезда за звездой освещает ваше сознание, даруя вам мудрость и умение видеть истину. Эта практика помогает ощутить силу Юпитера и использовать ее для своего духовного роста и развития. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение знака зодиака Стрелец. В нумерологии стрельцу соответствует число 3, которое символизирует творчество, энтузиазм и рост. Число 3 связано с энергией оптимизма, открытости и экспансии.
Люди, рожденные под числом 3, часто бывают творческими личностями, способными генерировать идеи, которые вдохновляют других. Число 3 также усиливает веру стрельцов в собственные силы, помогает не терять внутренний огонь даже в трудные периоды. Для усиления энергии числа 3 стрельцам рекомендуется окружать себя символами 3. Это может быть 3 камня на столе, 3 элемента в интерьере или 3 цели, которые вы ставите перед собой на год. Такая гармония числа помогает стрельцу сохранять баланс и наполняет его внутреннюю энергию новой силой, давая чувство уверенности и вдохновения. Стрелец – это знак, которому традиционно приписываются особые покровители в животном мире, такие как орел, конь и ястреб. Орел символизирует высокие цели и способность видеть далеко за горизонты, стремление к мудрости и духовному росту. Конь олицетворяет свободу, движение и независимость, которые так важны для стрельцов. Ястреб же воплощает зоркость и интуицию, способность быстро реагировать на изменения. Стрельцам можно вдохновляться этими образами, представляя себе, как их дух возвышается к новым высотам, как они могут преодолевать любые преграды на своем пути. Упражнение, которое полезно для стрельца, это медитация с визуализацией полета орла. Представьте, что вы парите над горными вершинами, ощущая свободу и уверенность. Этот образ помогает стрельцу укреплять свою независимость и расширять горизонты. Тотемные животные стрельцов – это орел и конь. Орел символизирует свободу, мудрость и умение видеть будущее, что глубоко связано с природой стрельцов, стремящихся к познанию мира и поиску своего пути. Конь олицетворяет силу, независимость и страсть к движению вперед. Стрельцам полезно обращаться к этим животным как к символам, которые помогут находить поддержку и вдохновение в сложные моменты жизни. Можно использовать изображение орла или коня, чтобы настроиться на нужный ритм и почувствовать поддержку своих тотемов. Например, если перед стрельцом стоит важная задача или новый жизненный этап, он может представить себя в образе орла, свободно парящего над землей и уверенно видящего свое будущее. Визуализация силы и мудрости орла помогает находить ответы и принимать верные решения, опираясь на интуицию и опыт. Из металлов для стрельцов особое значение имеет олово, которое символизирует честность, мудрость и устойчивость. Этот металл связан с Юпитером, покровителем стрельца, и усиливает его влияние. Олово обладает способностью придавать уверенность в своих силах и развивать интуицию, поэтому символы и украшения из олова могут помогать стрельцам обострить восприятие и почувствовать связь с энергией Юпитера. Стрельцам рекомендуется носить украшения из олова или держать его символы в доме, чтобы оно служило напоминанием о силе внутренней мудрости и ясности. Каждый раз, когда вы видите олово, напоминайте себе, что с его энергией вы способны преодолеть все трудности и найти мудрый выход из любой ситуации. Металл, который резонирует с энергией стрельца, это олово. В древние времена олово ассоциировалось с планетой Юпитер, покровителем стрельцов, и символизировало мудрость, расширение и успех. Олово помогает стрельцам находить выход из сложных ситуаций и дарит им уверенность в собственных силах. Рекомендуется использовать олово в амулетах или носить украшения, содержащие этот металл, чтобы почувствовать поддержку энергии Юпитера и усилить свою природную харизму. Стрельцам полезно также иметь на рабочем месте небольшую фигурку из олова, например, статуэтку или символический предмет, который будет напоминать им о поддержке Вселенной. Такой амулет поможет стрельцам раскрыть их внутренний потенциал, поддерживая их стремление к новым знаниям и победам. Камень стрельца – бирюза, которая является древним символом защиты и мудрости. Этот камень, как и Юпитер, способствует расширению возможностей, укрепляет веру в себя и дает ощущение внутренней гармонии. Бирюза помогает стрельцам управлять своими эмоциями и находить равновесие в период перемен, что особенно ценно для их активного образа жизни. Ношение бирюзы или медитации с этим камнем даруют стрельцу спокойствие и защиту, а также укрепляют интуицию. Ритуал для стрельца с бирюзой может быть таким: сядьте в тихом месте, держите камень в руках, сосредоточив на нем свое внимание. Представьте, что бирюза наполняет вас спокойствием и уверенностью, как тихая и уверенная река.
Почувствуйте, как через нее вы соединяетесь с миром и своими внутренними возможностями. Камень, который идеально подходит стрельцам, это бирюза. Бирюза символизирует удачу, защищает от негатива и помогает поддерживать душевное равновесие, что для стрельцов очень важно, особенно когда они сталкиваются с эмоциональными вызовами. Этот камень также усиливает интуицию и помогает понять скрытые мотивы других людей, что полезно для стрельцов, склонных к честности и прямоте. Рекомендуется носить бирюзу в виде кулона или браслета, чтобы энергия камня постоянно находилась рядом и защищала от влияния извне. Еще один способ использовать бирюзу – периодически держать ее в руке и представлять, что камень поглощает все негативные эмоции и успокаивает ум. Благодаря этому ритуалу стрельцы смогут оставаться в гармонии с собой и своими целями, сохраняя ясность ума. Что касается цветов, то для стрельцов особенно важен синий цвет, который ассоциируется с покровительственной энергией Юпитера. Синий символизирует мудрость, спокойствие и одновременно духовное расширение, которые помогают стрельцу сохранять внутренний баланс. Также полезен оттенок фиолетового, который добавляет глубины интуиции и дает стрельцу ощущение гармонии с миром. Энергия этих цветов поддерживает их в поисках знаний и вдохновения, поэтому рекомендуется окружать себя предметами и элементами в синей и фиолетовой гамме. Это может быть одежда, элементы интерьера или камни. Такое окружение укрепляет их внутреннюю гармонию, помогает в концентрации и раскрытии собственного потенциала. Среди цветов, которые помогают стрельцам находить внутренний баланс, выделяются синий и фиолетовый. Синий цвет символизирует мудрость, умиротворение и связь с глубинными знаниями. Он помогает успокоить бурные эмоции и настроить стрельца на философское восприятие происходящего. Фиолетовый же ассоциируется с духовностью и трансформацией, что важно для стрельцов, стремящихся к самопознанию и развитию. Чтобы усилить влияние этих цветов, стрельцам рекомендуется включать их в свой гардероб или окружать себя предметами синего и фиолетового цветов дома и на рабочем месте. Например, можно выбрать синий или фиолетовый блокнот для записей целей и мечтаний, чтобы энергия этих цветов поддерживала настрой на исполнение желаемого. Такой подход усилит внутренний баланс и позволит сосредоточиться на развитии духовных качеств и обретении мудрости. Чтобы поддерживать состояние счастья и уверенности, стрельцам рекомендуется практиковать аффирмации. Аффирмации – это позитивные утверждения, которые помогают укрепить веру в свои силы и направляют мысли в созидательное русло. Примером аффирмации для стрельцов может быть «Я с каждым днем становлюсь сильнее, мудрее и ближе к своим целям» или «Я открыт, для удачи и возможностей, которые дарует мне Вселенная». Повторяя такие фразы каждое утро, стрельцы смогут активизировать свои природные способности и настроиться на успех. Еще один полезный способ усилить влияние аффирмаций – произносить их перед зеркалом, глядя себе в глаза. Этот метод позволяет укрепить уверенность и установить сильную связь с внутренним «я». Стрельцы заметят, что чем чаще они произносят такие позитивные фразы, тем больше в их жизни появляется возможностей для роста и достижения целей. Стрельцам часто стоит обратить внимание на то, какие аффирмации они используют для поддержания уверенности в себе и вдохновения. Подходящая аффирмация для стрельца может звучать так: «Я нахожусь на пути к своим высшим целям, и каждое мое действие приближает меня к гармонии и мудрости». Эти слова подчеркивают как стремление стрельца к саморазвитию, так и его веру в собственные силы. Аффирмации можно произносить ежедневно перед зеркалом, что помогает укрепить внутренний настрой и настраивает на позитивные изменения. Постоянное повторение аффирмаций укрепляет веру в себя и помогает оставаться на пути к своим мечтам, невзирая на любые трудности. Важная часть жизни стрельца – это визуализация. Для них она служит мощным инструментом, который помогает видеть будущее, визуализировать успех и притягивать его в свою жизнь. Чтобы стрельцу стать счастливее и успешнее, полезно каждый день уделять время визуализации своих целей. Например, представьте, что ваша цель уже достигнута, вы путешествуете, занимаетесь любимым делом, окружены гармонией и вдохновением.
Представляйте каждую деталь, ощущения, цвета, звуки. Эта практика поможет укрепить веру в свои силы и направить внутреннюю энергию на реализацию задуманного. Чем детальнее визуализация, тем сильнее внутреннее стремление к ее воплощению, и тем быстрее ваши мечты становятся реальностью. Визуализация целей – это важный элемент для достижения успеха стрельцами. Этот метод помогает им направить энергию и воображение на создание будущего, о котором они мечтают. Для успешной визуализации стрельцам полезно представлять себя в деталях на том этапе жизни, где их цели уже достигнуты. Например, если цель – развитие в карьере, то можно визуализировать рабочий день, в котором они выполняют свои задачи с удовольствием, ощущая поддержку окружающих и свою востребованность. Важно представлять чувства, которые они будут испытывать, оказавшись в этом моменте, радость, уверенность и вдохновение. Такая практика помогает укрепить веру в возможность достижения цели и настроиться на положительный исход. Стрельцам важно поддерживать этот внутренний настрой, так как именно позитивный образ будущего станет для них тем ориентиром, который будет помогать им двигаться вперед даже в непростых обстоятельствах. В жизни стрельцов немаловажную роль играет их связь с кармическими законами, особенно с законом причины и следствия. Для стрельцов важно осознать, что каждое их действие, слово и мысль оставляют след и возвращаются к ним в виде жизненного опыта. Кармический закон напоминает им о важности искренности и честности, ведь чем честнее они перед собой и окружающими, тем светлее и гармоничнее будут их жизненные уроки. Стрельцам полезно время от времени останавливаться и размышлять над тем, какие поступки привели их к текущим обстоятельствам и что они могут сделать для их улучшения. Регулярное самопознание и честный анализ поступков дают возможность корректировать свое поведение и укреплять связь с внутренним «я», чтобы следовать истинному пути, наполненному мудростью и позитивной кармой. Путеводная звезда для стрельцов – это планета Юпитер, известная как планета удачи, мудрости и расширения. Под покровительством Юпитера стрельцы могут более ясно видеть свое предназначение, стремиться к новым знаниям и расширять свои горизонты. Влияние Юпитера помогает стрельцам легко преодолевать трудности и находить свой путь даже в сложных ситуациях. Особенно важно для них обращать внимание на те периоды, когда Юпитер находится в ретроградном движении, поскольку именно в это время у стрельцов есть возможность глубже осознать свои цели и проработать внутренние блоки. Медитации и упражнения на гармонизацию с энергией Юпитера помогают стрельцам обрести больше уверенности и ясности в своем пути, делая их открытыми к мудрости, которая приходит из глубин души. Немаловажный аспект для стрельцов – поддержание гармонии в отношениях, ведь для этого знака важно ощущение свободы и уважение к их внутреннему пространству. Стрельцы – любознательные и энергичные натуры, которые стремятся к самостоятельности и независимости, поэтому они часто выбирают партнеров, разделяющих их взгляды. Чтобы сохранить баланс в отношениях, стрельцам нужно научиться выстраивать границы и при этом оставаться открытыми и внимательными. Важно помнить, что их истинная сила в отношениях – это умение находить гармонию между личной свободой и ответственностью перед партнером. Полезное упражнение для них – это регулярно представлять свой энергетический круг, в котором они сохраняют свои личные границы, но при этом открыты для гармоничного общения и поддержки партнера. Стрельцы, рожденные под знаком огня, нередко ощущают внутренний драйв и страсть, особенно в карьерных вопросах и вопросах самореализации. Для них важно находить такие сферы деятельности, где они смогут не только проявить свои способности, но и реализовать свои высокие идеалы. Часто стрельцы становятся успешными в преподавании, путешествиях, исследовательской деятельности или работе, связанной с законом и правосудием, поскольку они стремятся к справедливости и познанию нового. Чтобы укрепить свой карьерный рост, им стоит окружить себя символами удачи, такими как фигурка орла или изображение Юпитера на рабочем столе, которые напоминают о высоких целях и дают силы преодолевать трудности. Визуализация успеха и постановка карьерных целей помогают им сосредоточиться на своей миссии и достигать высот в выбранной профессии. Для поддержания здоровья
и душевного равновесия стрельцам рекомендуется вести активный образ жизни, так как энергия огня требует постоянного движения. Прогулки на свежем воздухе, физические упражнения и время, проведенное на природе, особенно полезны для их гармонии. Стрельцам подходит йога и медитация, так как эти практики помогают не только расслабиться, но и достичь внутреннего спокойствия. Медитации с визуализацией огня или света, исходящего из сердца, помогают укрепить их энергетику и восстановить силы. Упражнение, полезное для стрельцов, это представить, что их внутренний свет охватывает все тело, наполняя его теплом и силой. Эта практика помогает им чувствовать себя более уверенно и готовыми к новым жизненным вызовам. Важный элемент гармонизации энергии стрельца – это ритуалы для привлечения удачи и богатства, основанные на знании планет и астрологии. Один из таких ритуалов для стрельцов – зажечь свечу синего или фиолетового цвета, которая символизирует мудрость и защиту Юпитера. Зажигая свечу, представьте, что ее пламя очищает все препятствия на вашем пути и привлекает светлые возможности. Полезно при этом произносить аффирмацию «Я открыт, а для удачи и процветания, и Вселенная поддерживает меня на каждом шаге». Такой ритуал можно проводить еженедельно, особенно в те дни, когда Юпитер находится в благоприятном аспекте. Это поможет укрепить связь с энергией удачи, которую Юпитер приносит стрельцам, и придаст им уверенности в достижении их целей. Для стрельцов важны ритуалы, которые помогают им синхронизировать свои усилия с движением планет и энергетическими потоками Вселенной. Один из мощных ритуалов для них – ритуал на привлечение удачи и процветания, который желательно проводить во время растущей Луны, когда энергии притяжения усиливаются. Для этого ритуала стрельцу понадобится зеленая свеча, цвет, символизирующий процветание, и кусочек бирюзы. Перед ритуалом рекомендуется настроиться на спокойный лад и мысленно представить свое будущее, наполненное счастьем и успехом. Затем нужно зажечь свечу, держа камень в руках, и произнести аффирмацию «Вселенная дарует мне удачу и изобилие, я открыт, для новых возможностей». Этот ритуал поможет стрельцу активизировать потоки удачи и притянуть к себе нужные ресурсы, а бирюза будет служить символом стабильности и защиты. Еще один ритуал, способствующий привлечению богатства и финансового благополучия, связан с использованием энергии Юпитера, который является планетой-покровителем стрельцов. Для этого ритуала лучше выбрать четверг, день, находящийся под влиянием Юпитера. Нужно приготовить небольшую золотую монету или предмет, символизирующий богатство, и синий или фиолетовый платок цвета, соответствующий энергии Юпитера. Вечером следует зажечь свечу, положить монету в платок и произнести «Сила Юпитера, приведи ко мне достаток и изобилие, наполни мою жизнь возможностями для роста». Затем платок с монетой можно держать в кошельке как талисман, напоминающий о поддержке планеты. Такой ритуал усиливает чувство уверенности в своем финансовом будущем и помогает стрельцу притягивать возможности для материального роста. Для поддержания гармонии и уверенности в жизни стрельцам также рекомендуется практиковать ритуал очищения энергии. Этот ритуал лучше всего проводить на убывающей Луне, когда энергетический фон благоприятствует избавлению от всего ненужного. Стрельцу понадобится немного соли, лучше морской, и миска с водой. Сначала нужно растворить соль в воде, представляя, что все негативные эмоции и преграды растворяются и уходят. После этого следует вылить воду в землю или под растение, чтобы негатив ушел в землю и был трансформирован. Этот ритуал полезен для стрельцов, чтобы сбрасывать накопленное напряжение и поддерживать внутреннюю чистоту, давая место для новых, позитивных событий. Важным аспектом успеха для стрельцов является уверенность в себе и своих идеях. Стрельцы склонны к идеализму и часто чувствуют потребность найти свое место в мире, действуя в согласии с внутренними принципами. Один из полезных ритуалов для развития уверенности и гармонии с собой – это медитация на силу Юпитера. Для этой медитации лучше выбрать спокойное место, зажечь свечу, желательно фиолетового цвета, и представить, как свет Юпитера, синеватый и яркий, окутывает их тело, наполняя силой и вдохновением.
Эта энергия помогает укрепить веру в свои возможности и поддерживает стремление двигаться вперед. Медитация на Юпитер помогает стрельцам обрести поддержку в период неопределенности и активизировать их внутренний потенциал. Также важно для стрельцов регулярно напоминать себе о своих достижениях и значимости. Для этого им поможет практика благодарности, которую можно проводить каждый вечер перед сном. В этой практике стрелец должен вспомнить 3 момента за день, за которые он испытывает благодарность. Эти моменты могут быть простыми: разговор с другом, успешное завершение дела или приятный вечер на природе. Важно сосредоточиться на ощущении благодарности, потому что эта эмоция наполняет душу стрельца светом и оптимизмом. Записывая свои достижения и моменты благодарности в дневник, стрелец сможет увидеть, как его жизнь полна позитива, что мотивирует его двигаться вперед и способствует привлечению новых успехов. Стрельцы – натуры, которые никогда не останавливаются на одном месте. В их сердцах всегда горит огонь стремления к новым горизонтам и самопознанию. Они задаются вопросами, которые ведут их за пределы обыденного: каков мой истинный путь, какие великие цели мне предстоит достичь. Такой подход дает им возможность чувствовать себя свободными и уверенными в том, что они идут к чему-то важному. Чтобы укрепить гармонию внутри себя, стрельцам стоит регулярно практиковать медитацию, позволяющую освобождать разум от суеты. Для этого достаточно закрыть глаза и представить себя путешествующим по бескрайним просторам, встречающим мудрость, скрытую за каждым жизненным поворотом. Такое внутреннее путешествие поможет им лучше понять себя и найти ответы на волнующие вопросы, обретая гармонию и ясность в мыслях. Одной из сложностей для стрельцов может быть умение справляться с неожиданными переменами и ограничениями. Из-за своей страсти к свободе, любые барьеры они воспринимают как ограничение личного пространства, и это может вызывать у них тревогу и внутреннее напряжение. Однако истинный стрелец должен научиться видеть в каждой ситуации возможность для роста и совершенствования, а не просто препятствие. Для этого полезно практиковать осознанность. Когда возникают неожиданные события, замедлите дыхание, ощутите себя здесь и сейчас, мысленно напоминая себе, что все перемены несут в себе скрытую мудрость. Применяйте такую аффирмацию: «Я спокойно и уверенно принимаю каждый новый день, зная, что все происходящее работает на мое благо». Этот простой настрой поможет стрельцам сохранять оптимизм и оставаться верными себе даже в трудные времена. Стрельцы славятся своей невероятной щедростью, они всегда готовы поделиться не только знаниями, но и материальными благами. Их великодушие не знает границ, но иногда чрезмерная отдача может оставить их самих без ресурса. Для стрельцов важно научиться сохранять баланс между помощью другим и заботой о себе. Чтобы удержать этот баланс, они могут использовать визуализацию. Представьте себе, что внутри вас находится прекрасный источник, который наполняет вас энергией и силой. Вычерпывайте из этого источника только тогда, когда чувствуете изобилие, отдавайте из избытка, а не из недостатка. Это не только поддержит их внутренний ресурс, но и позволит оказывать более качественную и мудрую помощь окружающим. В вопросах любви и отношений стрельцы проявляют себя как люди, которые ценят честность и искренность выше всего. Они не терпят притворства и легко распознают ложь, предпочитая строить отношения на основе доверия и взаимного уважения. Для стрельцов крайне важно иметь партнера, который разделяет их взгляды и понимает их потребность в независимости. Чтобы привлечь такие отношения в свою жизнь, попробуйте использовать аффирмацию: «Я привлекаю в свою жизнь честные и открытые отношения, наполненные уважением и пониманием». Эта простая, но мощная фраза поможет настроить внутренний компас на нужную волну и привлечет к вам людей, с которыми вы сможете быть собой. В дружбе стрельцы проявляют себя как верные и преданные друзья, готовые прийти на помощь в любой ситуации. Они ценят искренние и глубокие связи, где нет необходимости притворяться или соответствовать чьим-то ожиданиям. Стрельцам хорошо в компаниях, где можно быть свободными и открытыми, разделяя свои идеи и мечты.
Чтобы укрепить такие дружеские связи, стрельцам полезно проводить больше времени на природе, например, организовать выезды на пикник или прогулки, где общение будет максимально естественным. Такие моменты на свежем воздухе помогают стрельцам создавать связи, основанные на открытости и принятии, что для них особенно важно. Чтобы поддерживать хорошее физическое и эмоциональное состояние, стрельцам крайне важно быть активными и заниматься спортом. Их энергия требует постоянного движения, а тело – регулярного тонуса. Прогулки на природе, утренние пробежки или походы – идеальные варианты для поддержания здоровья стрельца. Природа не только заряжает их энергией, но и позволяет освободиться от эмоционального напряжения, которое иногда накапливается в повседневной суете. Полезная аффирмация для поддержания физического и ментального здоровья: «Я с каждым днем становлюсь сильнее и гармоничнее, заботясь о своем теле и разуме». Стрельцам важно уметь отличать истинные цели от мимолетных желаний. Из-за своей увлеченности и страсти они часто хватаются за множество идей, но не все из них приводят к истинной реализации потенциала. Чтобы научиться выбирать действительно важные задачи, стрельцам полезно развивать навыки осознанности. Например, можно выполнять медитацию на определение цели. Представьте себя в начале пути, который ведет к вашему предназначению, и позвольте себе увидеть, что действительно важно для вас. Этот простой метод поможет стрельцам не тратить время на лишние цели и сосредоточиться на тех, которые будут иметь значимое влияние на их жизнь. Нередко стрельцы переносят испытания и трудности с невероятной стойкостью, но в глубине души они нуждаются в поддержке и понимании. Им полезно научиться открываться перед близкими, делясь своими переживаниями и эмоциями. Хотя стрельцы кажутся сильными и уверенными, искренний разговор поможет им освободиться от внутренних тревог и найти отклик в сердцах других. Попробуйте использовать аффирмацию для общения: «Я открыт для поддержки и понимания, и мне легко выражать свои чувства перед близкими». Кармическая задача стрельцов связана с их способностью передавать знания и вдохновение. Каждый поступок, каждое доброе слово оставляют след в их кармическом пути. Чем больше мудрости и добра стрелец отдает миру, тем больше удачи и процветания привлекает в свою жизнь. Помните, что Вселенная щедро вознаграждает тех, кто делится своими ресурсами. Аффирмация для работы с кармой: «Каждое доброе дело возвращается ко мне с удвоенной силой», помогает направить свои силы на благо мира и своей судьбы. Стрельцы часто притягивают к себе людей, которым нужна поддержка и руководство. Их энергия вдохновляет и мотивирует других на перемены. Но, помогая другим, они должны помнить и о своих собственных целях, чтобы не потерять себя. Чтобы находить баланс между собой и окружающими, можно использовать визуализацию. Представьте, как вокруг вас светится яркое поле, которое защищает ваш личный внутренний мир. Этот свет не позволяет разменивать себя без остатка, сохраняя собственные силы и направляя их только на важное. В выборе профессии стрельцы стремятся к свободе и возможностям для самовыражения. Им подходят области, связанные с путешествиями, правом, преподаванием или философией, где они могут передавать знания, учить и вдохновлять других. Если стрелец чувствует, что его работа не приносит удовлетворения, ему стоит обратить внимание на то, где его природные таланты и потребность в свободе могут найти применение. Ведь там, где стрелец находит себя, он может достичь подлинного счастья и успеха. В стрельцах есть особая природная склонность к духовному развитию и интуиции. Они обладают удивительной способностью проникать в суть вещей и видеть то, что скрыто от других. Чтобы укрепить эту способность, стрельцам стоит уделять время тишине и самопознанию. Попробуйте практиковать ежедневную медитацию на тишину, закройте глаза, отпустите все мысли и позвольте разуму раствориться в спокойствии. Такой ритуал поможет укрепить интуицию и глубже понять свои внутренние стремления. Чтобы привлечь удачу, стрельцам рекомендуется использовать символику синего цвета, их личного талисмана. На новолуние возьмите предмет синего цвета, например, камень или ткань, и сосредоточьтесь на нем. Представьте, как через него проходит энергия удачи и успеха, наполняющая вас уверенностью и силой.
Скажите: энергия Вселенной наполняет меня удачей и успехом, и храните этот предмет как символ, напоминающий о вашей связи с энергией удачи. Стрельцы склонны воспринимать весь мир как одну большую школу, где каждое событие – урок, а каждый человек – учитель. Для стрельцов важно поддерживать такое отношение, чтобы видеть смысл даже в сложных ситуациях. Помните, Вселенная всегда помогает нам расти, и ее уроки направлены на наше благо. Завершая эту обширную характеристику, можно сказать, что стрелец – это знак великого поиска, яркой энергии и вечного стремления к новым горизонтам. Его путь к счастью и богатству лежит через саморазвитие и умение находить баланс между внутренним миром и внешними амбициями. Юпитер, как его покровитель, наделяет стрельца безграничными возможностями для роста, если он сможет правильно использовать свою энергию и следовать зову сердца. Чтобы быть по-настоящему счастливым, стрельцу важно находить вдохновение в каждом моменте, поддерживать свою веру в возможности и не бояться идти вперед, открывая новые двери. Этот путь требует внутренней силы, но он обещает большие результаты и делает жизнь стрельца насыщенной и яркой. Дорогие зрители, мы надеемся, что вам понравился наш экскурс в мир тайных знаний о знаке Стрелец. Если вы хотите узнать больше об астрологических секретах и получить еще больше советов по достижению успеха и гармонии, подписывайтесь на канал «Астрология мудрости». Поставьте лайк, если этот выпуск был полезен, и поделитесь с друзьями, кому тоже будет интересно узнать о своем знаке. Напишите в комментариях, если вам интересна тема богатства и успеха, и если это видео наберет 6000 лайков, мы подготовим для вас выпуск «Как направить свою энергию на достижение этих целей».